привет! В этом видео я покажу, какие материалы нужны для вот такого чудесного пеблика с яичницей. Ну и покажу вам, как связать сковородку. Для сковородки я использовала хлопок темно-серый, вот такой светло-серый для ручки, желтый, можно оранжевый для ручки, ну, имитация дерева, ярко-желтый акрил и белый акрил для яйца. Ну и тоненькая хлопковая ниточка для щечек в одно сложение ниточки. Вот будем использовать мы крючок номер 2, обычный стандартный. И еще нам понадобится зубочистка для того, чтобы укрепить ручку. Можно, конечно, использовать проволочку, но она будет изгибаться. А если взять какую-нибудь деревянную палочку, то прям сковородка получится как настоящая. Начнем. Первый ряд. Обычное кольцо амигуруми, в которое мы набираем 6 столбиков без накида. Во втором ряду мы делаем 6 прибавок. Для этого в каждый столбик предыдущего ряда мы провязываем по 2 петли. И таким образом мы получаем по кругу 12 столбиков. Затяните хорошенечко ниточку, с которой мы начинали. Поставьте обязательно маркер. Вот мне удобно пользоваться ниточкой. Он нужен для того, чтобы не пропустить начало ряда, потому что нитка темная, все сливается. В третьем ряду мы провязываем 1 столбик и 1 прибавку. И повторяем так 6 раз. У нас должно получиться в итоге 18 петель. В четвертом ряду свяжем сначала 1 столбик, 1 прибавку. Далее продолжим вязать 2 столбика и 1 прибавка. Повторим 5 раз. И в конце ряда провяжем 1 столбик. У нас по кругу получится 24 столбика. Пятый ряд. Вяжем 3 столбика без накида и 1 прибавку. Повторяем 6 раз и получаем 30 столбиков по кругу. Для чего мы вот так вот разбиваем наши столбики? Для того, чтобы прибавки не находились друг над другом, чтобы получить более-менее ровный круг, а не какой-нибудь там шестиугольник.
В шестом ряду тоже сместим немножко прибавки. Для начала свяжем 2 столбика и 1 прибавку. Далее продолжим вязать 4 столбика прибавка, повторим 5 раз. И в конце ряда у нас останется провязать 2 столбика без накида. Таким образом, по кругу у нас получится 36 столбиков. Седьмой ряд. Провязываем 5 столбиков без накида и 1 прибавку. Повторяем 6 раз. Получаем 42 столбика по кругу. В седьмом ряду переносим немножко прибавки, смещаем. Для этого вяжем 3 столбика без накида, 1 прибавку. Далее вяжем 6 столбиков, 1 прибавку, повторяем 5 раз. В конце ряда остается провязать 3 столбика без накида. И по кругу получим 48 столбиков. Вот такой круг у нас должен получиться. Вот он более-менее ровный. Можно сравнить его с предыдущим. Здесь разница лишь в том, что немножко по-разному я вязала столбики. Но это отдельная тема для разговора. Вот второй раз сковородка получается, мне кажется, чуть-чуть побольше. Сейчас мы свяжем боковую поверхность сковородки. Сейчас нужно провязать все петелечки, но не за 2 стенки, а за переднюю только. Вот обратите внимание, вот так. Все 48 столбиков без накида мы провязываем вот за передние стеночки вот этих петель. Ну и важный момент, когда будете провязывать вот этот ряд за передние стенки, нужно вязать довольно свободно. Расслабьте руку и провязывайте столбики с меньшей плотностью, чем вы вязали сковородку. Это нужно для того, чтобы вот край, который сейчас будет у нас получаться, не стянулся. Вот. Если же он увидите, что у вас стягивается, провяжите пару прибавок. Но я думаю, что лучше провязать свободнее эти столбики, чтобы все-таки получился круг, потому что прибавки могут немножко перекосить вязание их. Нужно тогда добавлять симметрично.
Провязали, и у нас получается вот такой вот стенка так загнулась немножко. Последний ряд сковородки обычным способом за 2 стенки провязываем 48 столбиков без накида. В последнюю петлю ряда делаем соединительный столбик, заканчиваем наше вязание и оставляем длинную ниточку для пришивания. Ну вот что получилось у нас. Немножко расправить. Ниточка, которая сзади, ее нужно будет заправить в иголку и спрятать между столбиков. Начинаем вязать ручку. Для этого возьмем нить светло-серого цвета. И всю ручку мы будем вязать столбиками без накида поворотными рядами. Начинаем мы с цепочки. Набираем в цепочку 9 воздушных петель. И первый ряд вяжем, начиная со второй петли от крючка, провязываем 8 столбиков без накида. В конце каждого ряда будем делать воздушную петлю подъема, поворачивать вязание и снова провязывать 8 столбиков. Это вот вязание поворотными рядами называется. Второй, третий, четвертый ряд вяжем серой ниточкой, считаем, чтобы не ошибиться, потому что если сделать на столбик меньше или на столбик больше, уже изменится размер нашего вязания. Нам же нужна ровная ручка. Поэтому считайте, пожалуйста, 8 столбиков без накида в каждом ряду. Затем в конце ряда воздушная петля подъема, поворот. А в пятом ряду последнюю петлю мы провязываем желтой ниткой и дальше вяжем желтым цветом.
Меняем серый цвет на желтый. Желтым цветом делаем воздушную петлю подъема и продолжаем вязать точно так же, как мы вязали серой нитью. С 5 по 12 ряд, то есть 7 рядов, мы провязываем поворотными рядами также, только желтым цветом. И в конце тоже делаем соединительный столбик в конце вязания, в конце 12 ряда, и оставляем длинную ниточку. С ее помощью мы будем сшивать нашу ручку. Вот такая штука получиться должна. Вот смотрите, длинная серая ниточка, длинная со второй стороны желтая. Ну а вот эти вот промежуточные мы просто спрячем внутрь нашей ручки. Если они у вас очень длинные, можно их немножко отрезать. Заправляем сначала серую нить в иголку с широким ушком. Желательно, чтобы иголка была острая. Ну и сшиваем по краю самым обычным способом, петля в петлю. После того, как вы зашили серый край, нам нужно сделать у ручки такой вот излом буквой Г. Поэтому, чтобы его получить, нужно вот его немножко согнуть и просто прошить краешек вот таким вот образом между столбиками. Просто немножечко стянуть. Когда вы так сошьете, у вас получится такой вот загиб. И будет очень чудесно монтироваться наша сковородка. Ниточку вот здесь вот закрепляем. Сейчас я вам покажу еще, как удобно заканчивать вязание, чтобы не было узлов. Вы затягиваете нитку и сначала вот так вот иголку оставляете, и потом не получается таких вот узлов, которые потом бесят.
Отрезаем нить и прячем ее внутрь нашей ручки. Вот такая штука получается. Но сейчас займемся укреплением нашей ручки, чтобы она не изгибалась, когда мы берем сковородку. Возьмем обычную зубочистку, ну или какую-то деревянную палочку, если есть у вас. Можно проволочку, конечно, но она, мне кажется, будет изгибаться. Отломаем острые края, вот примерим от места загиба и до конца ручки. Отломаем нужную длину. Для того, чтобы ручка не была внутри слишком такой полупустой, можно еще вот эту деревянную палочку обмотать ниточкой любого цвета, какой у вас есть. Ну и тогда ручка будет более такая заполненная. Но не переусердствуйте, чтобы она не была уж слишком толстой. Помещаем нашу деревяшку внутрь ручки и зашиваем край. Тоже по краю, петля в петлю. Все очень просто. Прячем ниточку в середину ручки и обрезаем ее. Ниточку, которая у нас осталась от набора, нужно заправить в иголку и ее вот так вот спрятать между столбиков несколько раз. Ее будет совсем незаметно. Она не будет заметна. Ну, пару раз достаточно и можно отрезать. Нитью, которую мы оставляли для пришивания, когда заканчивали вязать сковородку, мы сейчас пришьем ручку. Вдеваем нитку в иголку и простыми стежками вот такими пришиваем нашу ручку. И просто вот как наметочный шов, таким пунктиром в сковородку, в ручку, в сковородку, в ручку. Просто чтобы она держалась. Я прошу прощения, что у меня все время съезжает картинка. Не очень удобно все это делать на камеру. Вот так вот пришиваем и в конце сюда вот между ручкой и сковородкой сделаем заключительный узелок закрепляющий и спрячем там же ниточку. Вот тоже таким же способом. Сначала делаем петлю, затем туда продеваем иголку, затягиваем. И тогда у вас не будет вот этих вот запутывающихся узлов в самый неподходящий момент. Между столбиков прячем нить и отрезаем, и сковородка наша готова.